Петров, и я являюсь председателем русскоязычного совета Манхэттена и Бронкса. Это мой первый год в этом качестве, хотя я работаю с этой организацией, в принципе, с момента основания ее 2011 года. И знаю основателя этой организации Дмитрия Гринского и как общественного деятеля, и просто как друга, товарища. И когда мне было предложено выступить и открыть второй форум независимых русскоязычных организаций, я на это согласилась с большим энтузиазмом, потому что, как я уже сказала, я знаю Дмитрия давно, и я знаю, что он приложил много усилий для создания и нашей организации, и для того, чтобы эта инициатива, когда многие русскоязычные независимые организации собираются вместе, собирают свои ресурсы и пытаются продвинуть какие-то совместные проекты, это, конечно, инициатива заслуживает всяческого внимания и поддержки. И сегодня у нас очень насыщенная программа. Будут выступать представители многих организаций, и я это воспринимаю как свидетельство роста и развития, и рост и развитие часто рассматривается как явление такого диалектического характера, где вы должны опираться на то, что вы уже знаете, и в то же время вы пытаетесь преодолеть это и выйти за пределы привычного и комфортабельного. И вот это на протяжении сегодняшней программы, я думаю, это как раз прозвучит очень четко, вот эта диалектика развития, где мы начинаем с того, что мы откликаемся на нужды населения, наших соотечественников, что сделал Дима в свое время в 2011 году, когда он зарегистрировал организацию, сделал ее официальной, для того, чтобы представлять интересы русскоязычных жителей Верхнего Манхэттена и Бронкса, которые исторически были совершенно не представлены среди городской администрации. И в то же время сейчас мы находимся, много лет спустя, мы находимся на этапе, где мы не только откликаемся на нужды, непосредственные нужды нашей общины, но мы пытаемся заявить о себе как самостоятельный голос. И опять же, начиная с того, что изначально наши задачи были это откликнуться на нужды текущие, такие как предоставить услуги адвоката для тех людей, которым необходима консультация по вопросам миграции. Сейчас, опять же, на уровне с этими так сказать, задачами сегодняшнего дня, мы также понимаем, что существует и традиция, историческая традиция представления интересов человеческого достоинства и вообще демократическая традиция, которая зародилась в Советском Союзе и которая продолжает свое развитие и сегодня. И с точки зрения диалектики местного и международного, опять же, здесь все как бы понимают, что у нас есть непосредственные задачи, и в то же время мы ощущаем себя частицей того, что происходит в России, в Америке, по всему миру, и мы пытаемся об этом заявить единым голосом и опираться при этом на все многообразие тех независимых русскоязычных организаций, некоторые из которых родились совсем недавно, относительно недавно, некоторые из которых находятся на этой арене достаточно давно. И с точки зрения вот этого развития, опять же, я хочу упомянуть, что в частности наша организация «Русскоязычный совет Манхэттена и Бронкса» во многом благодаря заслугам инициативе со стороны Димы мы на протяжении нескольких лет
пытались влиться и влились в более широкую струю общественной жизни Нью-Йорка. И на протяжении 2 лет, так сказать, люди из нашей организации представляли интересы русскоязычного населения при мэрии Нью-Йорка. И с 2011 года организация наша входит в более широкую коалицию иммигрантских организаций Нью-Йорка. Это тоже очень известная организация. Наконец, сейчас, опять же, как я уже сказала, мы пытаемся объединиться, слить наши голоса в один голос и представить русскоязычные организации населения в какой-то мере единым фондом и при этом сохранить индивидуальность каждой организации, которая входит в наш фонд, потому что, так сказать, в разнообразии наша сила. И отвечая на развитие, и отвечая вот на эти постоянное развитие влияния нашей организации, нам было предложено поменять, в конце концов, название нашей организации, чтобы отразить тот простой факт, что на сегодняшний день мы часто представляем не только интересы русскоязычных жителей Манхэттена и Бронкса, но также и других районов Нью-Йорка. И поэтому мы решили, что с настоящего момента мы будем также пользоваться именем Русскоязычный совет Нью-Йорка. При всем при этом мы, правда, оставляем свое историческое имя, так как оно необходимо с точки зрения формальных и административных задач. И, наконец, хочу упомянуть, что, опять же, во многом благодаря Диме, наш веб-сайт получил, еще не совсем обрел новую форму, но уже почти закончен. И тоже это обновленный веб-сайт с новым именем, с новыми разделами, с новой информацией. То есть, как бы, мы стараемся шагать в ногу с временем. И на этом я думаю, что я могу закончить свое маленькое вступление, передать слово Дмитрию Гринскому, который далее расскажет нам о программе этого форума. И поприветствую всех еще раз на 2-й форум русскоязычных независимых организаций. Всех, кто пришел, и особенно людей, которые приехали к нам сами по себе из других городов, из Бостона, из штата Мэн. Кстати, самые, может быть, как вы услышите, выдающиеся и одни из самых интересных участников нашей сегодняшней программы. У меня даже нет слов, как я им благодарен. Наш форум будет двуязычным. У нас нет переводчика в этот раз. Каждый будет говорить на том языке, на котором ему удобно, но я считаю, что наше мероприятие в штатах, в Нью-Йорке, которые так или иначе нацелены на то, чтобы быть частью нашего диалога с американским обществом и с городскими и штатскими властями, должны проходить, по крайней мере, частично на английском языке. По крайней мере, задавать какой-то тон и подавать основные темы мы будем стараться, по крайней мере, отчасти на английском. Поэтому я буду говорить с основной частью выступления по-английски, но я составил тезисы на русском языке, и я предлагаю всем, кому, может быть, не очень легко воспринимать по-английски, взять их. Кроме того, также документы, которые мы составили сегодня для вашего обсуждения в ходе форума, также здесь находятся на столе. Но прежде всего я хочу позвать Игоря. Вот Игорь у нас здесь. И well, is there anybody who does not understand Russian here? Any English language speaker who needs things to be translated and said in Russian? No? We do have some. Okay. All right. Well, that's another reason to say at least a few things. And I said that our event will be bilingual, but some of the things will be said in people will be speaking the language of their choice, but some of the initial things will be said in English, and I just said to our folks that we have printout of the main points there. But first of all, before we start, I want us to go back a little bit to our history, which I think is vital for us to
realize that we are not starting from scratch and that we try humbly, sometimes not so humbly, to fit ourselves into a remarkable tradition of people who were advocating for a better, for a different Russia. And it was my intention today to mark a very important event this year that unfortunately was not appropriately recognized by our community. This year was in February, I believe, was 95 years since the birth of Yelena Bonner, who was a very distinguished and exceptional human rights fighter and advocate, wife and companion of Andreya Sakharova, most of you I believe know, and who lived the last few years of her life in Boston. And it was a great privilege for me to meet her very briefly when she was in New York to speak at Columbia University. And I think that we want to mark her anniversary this year by showing a small excerpt that we have prepared of the video, which was her last interview she gave, I believe, in 2010. And I just want to say before that starts, just want to say before it starts that 2010 was the year when Putin was officially not in the Kremlin, and when many of the liberal intelligentsia in Moscow were awash in illusions about various things related to Medvedev and so on and so forth. And I would like you to listen specifically to what she says in light of this memory. Я просто хотел сказать, что вот в этом году мы отмечаем 95-летие Елены Георгиевны Боннер, и это, с моей точки зрения, очень важно, чтобы то, что мы делаем, пытаясь как-то организовать нашу комьюнити на принципах диаметрально противоположных нынешней власти в России, мы помнили и уважали людей, которые занимались этим лучше, точнее, и я думаю, это такой момент справедливости для всех для нас. А теперь, Игорь, давайте попробуем обратно, так сказать, отмотать этот экран и включить интервью. Пока не накроется, он технический способ. Ну, по крайней мере, линк там включено, значит, сейчас, я думаю, что появится. Вот, отлично. Выиграл в Трибегу. Вот для нас тема. Давайте осудим. Что это, террористы ДНР? Давайте это сделаем вместо слов о том, что как красиво в 2000 году это было. Ну что? Игорь, включайте, пожалуйста. Работает у вас, нет? Нет, не очень, да, тема? Нет, не получается. Поэтому я не знаю. Я понимаю, да, я понимаю. Хорошо говорить о 25-летней давности. Да. Потому что громче можно? Это максимально Не работает. Потому что с усилителем звук. В России всегда были дураки дороги, это не я придумал. Но все-таки Россия никогда не была воровской шайкой. Это было когда... Можно взять? Я бы так сказала. Вы говорите, сегодня это мейнстрим. В любой стране есть разные группы населения. Там бизнесмены, торговцы, инженеры, учителя, музыканты, шоу-бизнес. Бесконечно. В любой стране есть какая-то объединенность этих, общий интерес у каждой группы. Я не знаю, есть ли страна, в которой есть объединенный интерес уровня. Урки, по-моему, изобретение или рождение от советской власти.
очень страшно. И страна находится в руках народа. Стране нужна нормальная демократическая система выборов. И вот даже та система выборов, которую Лукьянов с Горбачевым когда-то привели, она была на километр ближе демократической формы правления, чем то, что сделали из закона о выборах Чуров и компания. Они же все разрушили. И дело не в административном ресурсе, дело не в том, что на каком-то отдельном участке подкинут какие-то бюллетени. Дело в том, что структура разрушена. И совершенно отсутствует обратная связь. Любой избранный не зависит от тех, кто его якобы избирал. Нету обратной связи. Все, страна не только не демократична, она и не автократична, она просто деспотична. Отвратительно. Лагерное непросильное действие. Единственный способ. Все говорят, русский ум такой там бессмысленный, беспощадный. Но сказал Александр Сергеевич однажды, хватит нам повторять. Объединение не вставай, страна огромная. Пока страна не встанет на всеобщую забастовку, на всеобщее сопротивление повышению тарифов Крыштаева, прочим жульническим этим, ничего не будет. В общем, жить трудно. Но я считаю, что я могла бы, как все, получить все эти бенефиты, которые получают старые люди, приехавшие в Америку. Но это внутренне меня свяжет. Мне кажется, тогда я не буду иметь права говорить не то, что я думаю про Америку, не то, что я думаю про Россию и вообще про весь мир. Ну вот, такая психология. Иждивенцы не имеют права на свободу. Но я не чувствую здесь себя дома. Я все время чувствую. Все должны перестать молчать. Я извиняюсь, что у нас было еле-еле слышно, но я думаю, что все-таки большинство смогло услышать, что было сказано. И я думаю, что это такое вступление к сегодняшнему нашему форуму. This is a kind of the introduction for our today's forum, and I would like to follow on this by introducing one of our distinguished speakers who is a living connection to the human rights and democratic struggle in the former Soviet Union, who was the director of the Sakharov program at Harvard and is an associate of Harvard University today, and most importantly is the daughter of Yelena Bonner and the stepdaughter of academician Andrei Sakharov. Came here many years ago and was the exceptional witness and participant of the many events related to the human rights history of the former Soviet Union. Татьяна Янкелевич, я хочу представить всем дочь Елены Георгиевны. Для нас большая честь присутствия здесь Татьяны Янкелевич, которая приехала к нам из Бостона и является участником, свидетелем стольких событий, которые протягивают нить того, чем мы пытаемся заниматься сегодня, как история правозащитного движения в Советском Союзе и России.
оставляю слово Татьяне и Игорь, у нас есть еще. Нет, не надо, я вижу сам. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем за такой теплый прием, я тронула. Ну, мне очень трудно, с одной стороны, спасибо, Дмитрий, а с другой стороны, так подставить. Очень трудно говорить после моей мамы вообще, и мне, наверное, в особенности. Но все-таки я постараюсь что-то сказать. Во-первых, я хочу вам дать немножко контекста. Моя мама умерла действительно через год после этого интервью. Это не совсем точно. Это последнее интервью, так утверждал Владимир Снельников, для того, чтобы придать себе еще больше, так сказать, важности. Но я его в этом не упрекаю, но просто констатирую факт. И все-таки вот важно, что произошло после того, как мама дала это интервью, и до чего она не дожила, это была осень 2011 года, когда буквально у всех знавших ее, и этот призыв «Вставай, страна огромная», на уме и на устах было «Вот страна встала». Встала страна огромная, и вот мама не дожила. Это было жаль. Но после этого события мы все знаем, как стали они разворачиваться, и я ловлю себя все чаще на мысли, что, слава Богу, не дожила. И здесь я вижу, например, на этом плакате Russian Americans in support of Ukraine. И могу себе представить, как мама тяжело бы переживала трагедию Украины, и особенно трагедию крымских татар. И среди нас, рядом со мной сидит Андрей Григоренко, сын Петра Григорьевича Григоренко, человека, который сделал столько неизмеримо много для защиты прав крымских татар. И моя мама принимала в этом самое горячее участие, начиная с начала 70-х, когда крымские татары стали приезжать в Москву, чтобы добиваться гарантий своих прав. И это даже ее работа даже заключалась в том, чтобы дать им приют этим людям. Как я помню, когда мы укладывали на одеялах и на матрасах, и на раскладушках в нашей квартире. Сейчас их права не только ущемлены, но преследуются совершенно беспощадно. И это, можно сказать, второй или даже третий геноцид крымско-татарского народа. Могу себе представить, как тяжело им было бы этому быть свидетелем. И что я могу сказать, так сказать, концептуального? Я думала о том, что я еду сюда, во-первых, чтобы свою поддержку продемонстрировать всем тем, кто занимается реальной работой в этих неправительственных и правительственных государственных организациях. Но понять, сформулировать, что же все-таки я хочу вам сказать, мне очень трудно. Дело в том, что мы живем в какое-то межеумочное время, во времена какой-то шизофрении социальной, политической, я имею в виду в том, что касается России и многих бывших стран, то есть многих стран бывшего Советского Союза. Сознание настолько раздвоено, люди настолько пропитаны пропагандой, и так ее как-то принимают настолько на веру, что я даже не знаю вообще, есть ли что-нибудь, что мы можем сделать отсюда. Ну и в свете этого это очень пессимистично, так сказать, то, что я говорю, но это, в общем, отражает мое мироощущение сегодняшнее. И я скажу совершенно тривиальную вещь. Мне кажется очень важным в этой ситуации найти способ выражения нашей поддержки и солидарности тем демократическим силам, которые все еще существуют в России.
как мы можем донести до, скажем, прессы, до масс-медиа вообще в Америке нашу позицию или какие-нибудь заявления в поддержку, это другой разговор. И он сам по себе очень сложный. Но мне кажется, это совершенно необходимо. Пытаться каким-то образом показать им, дать им знать, что они не одиноки, что здесь среди их бывших соотечественников есть люди, поддерживающие демократическую Россию, другую Россию, другой выбор России. А как мы это сделаем, это уже зависит от нас. И мне кажется, это очень важно всем. Я не хочу заниматься, так сказать, как бы партизанской, говоря по-английски, partisan work, не знаю даже как перевести. Но мне также кажется важно, по крайней мере, я делаю для этого то, что я могу, влиять на политический истеблишмент американский, пытаться влиять на политический истеблишмент американский, для чего у нас неизмеримо больше возможностей, чем, скажем, у оппозиции Владимира Путина и его режима в России, чтобы добиться прозрачности в отношении вмешательства России в американские выборы. И также влиять на то, чтобы, по крайней мере, пытаться, хорошо, не будем эти маленькие слова пустые произносить, но и добиться того, чтобы теперешняя администрация выработала последовательную и принципиальную политику по отношению к России, которая бы соответствовала американским идеалам демократии и здравому смыслу. Я со своей стороны, просто как американская гражданка, постоянно там подписываю разные петиции, и при любой возможности встречи с представителями американской администрации и Конгресса говорю о своей озабоченности определенными вопросами. Один из них, между прочим, это вопрос миграции, который мне тем более дорог, потому что мы все, я в частности, иммигрант в Соединенные Штаты Америки. И я считаю, что это право, оно является одним из основных прав, так сказать, людей, которые ищут защиты нашей страны ожидания. Вот, я не знаю, что еще к этому можно добавить. Я готова буду ответить на ваши вопросы и потом, когда у нас будет сессия вопросов-ответов. А также надеюсь, что будет дискуссия, в которой мы сможем обсудить, кто что может сделать в своей capacity, в своей, так сказать, в своем положении для того, о чем мы говорим. Спасибо большое. Следуя вашему примеру, вы говорите отсюда. Вот, на самом деле, думаю, что это очень важное направление тому, что мы пытаемся, хотим здесь сделать. Вот, насколько это будет дискуссии, как она будет построена, зависит в том числе и от вас. Ну, каждый из нас пока скажет что-то из того, что он приготовил и что считает для себя важным. Но я должен сказать, что это вот наш второй такой форум, где мы пытаемся собрать все организации, которые не хотят ассоциироваться с нынешней российской властью, но целиком чувствуют себя в русской культуре и, скажем, в русскоязычном мире, и как бы хотят работать над продолжением такой правозащитной и антиавторитарной традиции. И первый форум у нас был в прошлом году в Ассамблее штата. Там, в частности, выступающий у нас был Павел Литвинов, тоже для нас была большая честь. Вот. Я думаю, что мы уже сегодня, в конце дня, начнем собирать, так сказать, группу людей, которые хотела бы готовить наш следующий форум, третий. И все, у кого есть какие-то идеи, как это лучше сделать, пожалуйста, все, кто досидят до конца, смогут записаться в эту группу, потому что это все должно
пусть в каком-то развитии. То, что мы делаем сейчас, сегодня, это как такой черновик, да, будущего. А будущее я хотел бы видеть, вот, собственно говоря, мы этот форум придумали как площадку для общения, для диалога и для лучшего понимания самих себя и друг друга, и того, что мы можем сделать для русскоязычной диаспоры и для людей в России, с которыми мы идентифицируемся. Well, shall I say, probably I will have to say some of this in English, that basically we are having here the second forum that will be not the last definitely, and our intention is for this to be a platform for all those Russian-speaking Americans from Russia and other countries of the former Soviet Union who identify with the world, broadly speaking, touched by the Russian culture, not necessarily being within it. It can be people from other countries, but who dissociate completely from themselves from the Russian government, and who do not think that organizations getting paid by the Russian government and sort of representing its interest here have the right to speak on behalf of the entire Russian-American community. So that's one thing that have brought us all together, and obviously our rejection of the regime that is today in Russia, but also our attempt to see what we can do in the foreseeable future, in the next, in fact, 6 years, because that's how we measure our history now. Следующая шестилетка, которая наступила сегодня. Каков наш план на следующую шестилетку? Вот, по крайней мере, пытаться что-то обозначить, чтобы антиавторитарная часть русскоязычной диаспоры не просто реагировала все время на происходящие митингами поддержки, которые очень важны, но и думала о том, а как нам выстраивать жизнь здесь и помогать тем, кто будет приезжать. Вот. I want also to say that we have a broad spectrum of views here, and that was intentional. And even among those who will be speaking first here, we have Republicans and Democrats, and we have independents and all of those in between. And I think that it is important that we have this spectrum, and we have people of varying views. And if we try to define the sort of two main poles of these views, I think they can be loosely described around the notion of freedom and justice. And I won't go too deeply into this debate, but I just our proposal that we discussed on the Facebook, and that we discussed among ourselves, and that I bring in here, that we want this forum in the future to be called, instead of the boring title now, the Forum of Immigrants from former Soviet countries, be the Russian-speaking Forum for Freedom and Justice. And thanks to Sergei, who corrected a little bit to bring it to the present version. Так что мы предлагаем сегодня, поскольку у нас очень широкий спектр, вообще говоря, представлен, и намеренно людей, не связанных с российской властью и видящих иное будущее для России, для русскоязычной диаспоры, мы хотим предложить название этого форума на будущее: «Русскоязычный форум свободы и справедливости». Вот. Но за свободу как бы у нас все. У нас есть и Каспаровский форум «Свободной России», замечательная, безусловно, структура, важная, и есть и «Свободная Россия» фонд в Вашингтоне. Вот. Но как бы мой человеческий опыт говорит, и не только 90-х годов, говорит о том, что свобода без справедливости заканчивается, к сожалению, тем, чем она закончилась в 90-е. И я должен сказать, что, вообще говоря, вот направление, связанное с идеей справедливости, не в социалистическом, спаси Боже, смысле, а в смысле также и исторической справедливости, памяти о тех, с кем мы себя как бы пытаемся связывать в своей работе, и нравственной справедливости, оно очень жестоко подавлялось и в путинской, и в России до того ельцинской, и в нашей диаспоре, к сожалению, оно тоже далеко не приветствуется. Но, так сказать, я не ставлю его на первое место, а вот предлагаю нам назвать это Russian-speaking Forum for Freedom and Justice. Now, the purpose of this forum is to make a somewhat unprecedented step and claim an independent role for our part of diaspora in Russian domestic affairs, because the situation there is very, very bleak, as you have seen from this very graphic pictures of kids, school kids being arrested at the rallies yesterday, which I think is horrific and is just a kind of neo-biblical symbol of what is going there now. And we just cannot be silent about all of this. But it also affects the way we live here and the way that Russian speakers and all those who are defined as Russians are being treated or viewed
in the United States. And this is very serious, because I think we should both care about people in Russia, but also about how we define ourselves, so that Russian Americans are not identified with the Russian government, and so that the children and grandchildren of Russians here do not feel embarrassed being from that background from which they are, and embrace the Russian language and culture as the language of Sakharov, as the language of freedom and human rights movement and the history of struggle, and not run away from it. That's an important point that I would like to make. Now about the immigration. Я скажу несколько слов об иммиграции с цифрами, которые вот в русском варианте тоже распечатан, я указал. Over the period of Putin rule, since the beginning of his presidency in 2000, the total number of Russians who just legally got into the United States and got their green cards was 230,000. And that's only the legal immigration. And that's half of all Russians that are present here according to official UN data. So out of 400,000, more than half came under the Putin rule. 230,000 out of 390,000 born in Russia. Yeah, well, okay, UN data shows about 400,000. It's about the same number. Legal immigration from Russia now is about 9,000 people, примерно 9 тысяч в год. However, over the entire period of Putin rule, it was about 190,000 of green card recipients plus under Medvedev rule, so the total is 230,000. And if we just, I just calculated a little bit the projections, if it just stays the same, which is a conservative scenario, if the numbers stay as they were from the beginning of the century, we should expect about 87,000 more people just getting here as legal permanent residents during the next 6 years. And just a couple of days ago, there was a big article by Radio Liberty showing that the number of applications for asylum have grown 40% and is now almost at the level of 1994. And we'll have our very distinguished immigration attorney Stanley Smatlitsky later talking more about this. But my question here, my central question here is how do we help those people live their lives here in the United States, given that unlike all those many other immigrant communities, our people don't have their own community centers where Russian-speaking professionals could provide services, could help people advance in this society. At the time when other great communities that we are friendly with, that we are working with, other immigrant communities, both larger and smaller than Russian speakers, are funded to the tune of millions of dollars per year from city government, from state government, from foundations. And this is not what happens to our people. And obviously this is all connected to what is going on in Russia itself, because there is this kind of loop, the vicious, what I call the vicious circle. Я говорю о таком порочном круге между тем, что происходит в России, и тем, как это отражается на жизни многих наших людей здесь, и тем, как в свою очередь это обратно возвращается в Россию, усиливая позиции власти и ее аргументы против любых нормальных отношений с Западом. What I am saying is that as Putin's policies toward the West and internally become more confrontational, more anti-Western, more propagandistically militant, this obviously translates or is used as many communities, many groups are using whatever they can in their competitive struggle with others in our world of comparative advantage. We are at the big comparative disadvantage of others as a result of what's happening in Russia. And many people whom I know who came in recent years had very difficult time finding a place for them in American society. And this goes back to Russia with a message. Well, our people are treated here differently than others, from some, especially from people with high education, high skills, and high expectations. And this helps government in Russia to strengthen its positions. It deprives the opposition of the ability to say that we can actually do well in a democratic society, in a capitalist Western society. And this reinforces this cycle. And I think that our purpose is to find ways within our very limited power and possibilities to somehow help break this vicious cycle and do things that will show that
our people can do better if they organize better and if they structure their life here, and if they organize themselves both in relation to the Russian government and in relation to their new American society. And that is why we put together this list of several points or proposals that would like to be discussed and adopted here. And I would call them something like my thesis, I don't know, whatever you like to call them, that essentially are a suggestion of what and how we want to proceed with this. And I will just list a few of them. First of all, number one, I think that our community overall here supports sanctions against the Putin's inner circle, against his oligarchs, against human rights violators. In fact, our association, American Russian Speaking Association for Civil Human Rights, was among the first to campaign for the Magnitsky Act back in 2012. I actually remember coming directly to Senator Schumer, asking him to sign, to endorse the Magnitsky Act when there were 12 supporters in the Senate. And turned out he endorsed actually Senator Gillibrand. Somehow we never spoke to her. She ended up not being among the, well, I'm half joking, I don't want to overstate our power and influence, but we did play some role and we were involved. And I remember how we wrote also letters with Tatiana and others to US Congress. So I think that's where we stand. And I would add to this that it is important also to hit their wallets and to do something that the UK has done. That is the law on the unexplained wealth orders, when the government can ask the oligarchs to provide the proof of source of their wealth in the country, and in certain reason it can be confiscated. I think that's a very important British law that would be good to have in the United States as well. Second is at the same time, I think it's hugely important for us to emphasize the difference between Russians and the Russian government. And this is a very kind of peculiar issue. You're making a film here? Huh? Yeah, I can turn it off. Yeah. Yeah, the one thing is that we didn't ask anyone whether people would like to be actually filmed, so that's something that should be discussed separately. Okay, we'll have at least one video and then we have to share. So the second thing, as I mentioned, we need to emphasize the difference between Russian Americans and Russian people and the Russian government. Sometimes this works. Recently it doesn't work so well, and we see that in a number of laws that have been passed, for example, laws that deal together with sanctions on Russia, sanctions on Korea, North Korea, and sanctions on Iran. There is a mention of the Iranian people and their and support for some humanitarian activities in favor of the Iranian people. There's a mention of the North Korean people in the law, in the latest law passed by the US Congress. There's no mention of the Russian people. I think it's not a good turn of event. We should deal with this to the extent we can. Third, I think that we need to emphasize specifically the role of people who have been struggling for another Russia, including people in the Soviet era dissident movement who have not been sufficiently recognized here in the United States. And just this year we will have a very major anniversary, the 50th anniversary of the famous Red Square rally, when 9 people or 8 people went out on the Red Square to protest against Soviet invasion of Czechoslovakia. One of them, okay, numbers are different, but there's very few people. And one of them, Pavel Litvinov, is part of our broader community. I think his achievements and his role in that movement should be recognized at the higher level of the US government and internationally. 4 is that we need to find ways to help our newcomers, and we need to fight for a community center that would have, I just want to ask, I see there's lots of cameras, and we just decided to have one video camera here. I just want to ask you to